Самый длинный оптоволоконный кабель в мире свяжет Европу и Азию по морскому дну через российскую Арктику. Это позволит повысить устойчивость интернета на планете и даст немало выгод нашей стране. Расскажем об этом, а также разберем новый вброс о сибирских пожарах в сегодняшнем выпуске. Россия вошла в международный проект «Арктика Коннект», реализация которого стартует в ближайший год. Проект подразумевает прокладку подводного кабеля Европа-Азия по кратчайшему маршруту через Северный морской путь. Длина пути составит около 10 тысяч километров от Финляндии до Японии с возможностью продления до Китая и западного побережья США. Линия поможет ускорить межконтинентальную передачу данных примерно на 100 миллисекунд. Станет она и более надежной, чем кабели, проложенные в Индийском океане, так как там их довольно часто рвут якорями корабли, особенно в узких проходах, таких как Суэцкий канал и Малакский пролив. В целом, проект необходим для обеспечения более устойчивой связи между частями света. Но для России он имеет и ряд специфических выгод. О них сразу после сводки позитивных новостей недели. В Якутии открыт новый горно-перерабатывающий комплекс по производству серебра за 7 миллиардов рублей. В Нижегородской области комплекс по производству металлических порошков стоимостью около 1,5 миллиардов рублей. В Пермском крае модернизировано текстильное производство на 2 миллиарда рублей. В Новгородской расширены мощности по выпуску фанеры на 3,5 миллиарда рублей. В Орле открыт завод напольных покрытий за 4 миллиарда рублей. В Липецкой области производство опалубки. В Пензенской – строительных смесей. Еще один за 700 миллионов рублей в Ленинградской области. В Брянской – химическое производство. В Калининградской области новый мукомольный завод, в Калининграде – пищевое производство. В Калужской – линии по переработке молока и рапса и животноводческий комплекс. В Тульской – открыто производство удобрений, в Башкирии – молочный комплекс. Итак, большая часть кабеля из Европы в Азию пройдет по дну российских северных морей. А значит, в работу и дальнейшее обслуживание будут включены российские подрядчики. Судам-кабелеукладчикам потребуется наша ледокольная проводка и береговая инфраструктура. Сами суда еще предстоит построить, так как обычные для работы в Арктике не годятся. А значит, российские верфи могут участвовать и в создании этого флота. Приход надежного высокоскоростного интернета на наш север может стать стимулом к строительству там дата-центров. Один уже запланирован в Мурманской области на базе Калининской АЭС. Преимущество такого расположения в том, что суровый климат обеспечивает естественное охлаждение оборудования, а близость к АЭС – дешевую электроэнергию. Кстати, вчера наш первый плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» благополучно пришвартовался в чукотском поселке Певек, и это тоже перспектива. В дальнейшем на севере такие мобильные станции могут питать и мобильные ЦОДы. Это гражданская сторона вопроса. Но для России в нем есть и военно-стратегическое значение. У России существует свой проект организации оптоволоконной линии связи по дну Севморпути в интересах Министерства обороны. Кабель длиной почти 13 тысяч километров соединит Североморск и Владивосток. Кроме магистральной линии, будет создана разветвленная сеть, соединяющая объекты Министерства обороны на арктическом побережье и на островах, включая военные базы «Трилистник» и военно-морские базы Северного и Тихоокеанских флотов. Это позволит совершенствовать систему управления войсками, сделать более оперативным получение больших объемов информации с арктических объектов в режиме реального времени, ускорит принятие решений и реагирование на все возникающие ситуации, в том числе раннее обнаружение объектов системами противолодочной, противовоздушной и противоракетной обороны. Проект предполагалось завершить к 2025 году, но возникли сложности именно со строительством судов-кабелеукладчиков. Их заложили на Керченском заводе «Залив» и должны были сдать уже в этом году.
Однако из-за санкций была сорвана поставка части оборудования, поэтому срок сдвинулся. Российская линия Минобороны, конечно же, не будет соединяться с гражданской линией проекта «Арктика Коннект». Однако начало совместной реализации этого международного проекта позволит нам получить недостающие технологии и компетенции, а также в целом ускорит развитие инфраструктуры Севморпути. Теперь о новом вбросе. На днях в социальных сетях получило стремительное распространение видео, на котором с вертолета якобы поджигают сибирский лес. В подписях к видео обвиняли российскую власть в намеренных поджогах, а тысячи комментаторов проклинали ее почем зря. В рамках нашего проекта «Медиагигиена» мы провели исследование видео и вот что обнаружили. Вертолет, поджигающий лес, является американским марки Bell 407. В МЧС России такие не используются. На самом видео снята локализация огня методом встречного пожара, и снято оно в США. А что самое интересное, весной в американских соцсетях его точно так же использовали для обвинения своих властей во вредительстве. Правда, фейк быстро разоблачили, и вот теперь он дошел и до нас. Ищите наши разборы актуальных фейков на странице проекта «Медиагигиена» по ссылке в описании. Глухая деревушка в Свердловской области на 100 жителей медленно угасала и была обречена вскоре раствориться на карте, как и многие подобные. Ни работы, ни школы, только одинокий монастырь оставался здесь центром нехитрой жизни. Люди смирились со своей участью и пали духом. Пока новый настоятель пустыни, отец Петр, не решил вдохнуть в место жизнь. Монахи под его руководством начали с социальных акций. Каждый месяц проводили праздники для детей. Потом создали молодежный клуб, театр, секции бокса и страйкбола. Но нужно было занять и взрослых, поэтому отец Петр стал собирать кипрей и делать из него иван-чай. Сначала для монастыря, а потом и на продажу. К сбору привлекли всех трудоспособных односельчан, и вскоре объемы заготовки серьезно выросли, а люди получили доход и веру в свои силы. Затем производством заинтересовался местный предприниматель, который вложил 70 миллионов рублей в дело и построил современную линию по производству уже гранулированного иван-чая. Теперь сюда съезжаются на сезонные работы и люди с окрестных сел, а ассортимент компании пополнился вареньем из шишек и другими сладостями. Вот как важно не только самому не опускать руки, но и вдохновлять окружающих. Мы желаем вам доброй и бодрой недели. Текст выпуска и первоисточники ищите на нашем сайте времявперед.рус. Подписывайтесь на наш канал, вступайте в наши группы и клуб «Время вперед», чтобы принимать участие в развитии проекта.